Всем доброго дня, друзья! Как известно, мир давно поделен на любителей четырехколесной и двухколесной техники. Однако есть еще и не такой популярный промежуточный трехколесный вариант, самых мощных серийных представителей которого мы сегодня с вами и рассмотрим. Открывает наш топ Can-Am Spyder F3S. За его основу взята идея компоновки современного снегохода, отвечающая как требованиям маневренности, так и безопасности. Ростер, как его называет сам производитель, оснащается рядным трехцилиндровым двигателем Rotax 1330, который выдает 115 лошадиных сил максимальной мощности при 7250 оборотов в минуту, а крутящий момент составляет 130 ньютон-метров при 5000. Благодаря небольшому весу около 400 кг, трицикл разменивает 100 км в час чуть более 4 секунд. По заявлению производителя, множество систем безопасности делают его комфортным средством передвижения на дальние дистанции. Уровень пассивной и активной безопасности Спайдера многократно превышает мотоцикл. Цена на официальном сайте от 22 тысяч долларов. Yamaha Niken GT. Этот необычный трехколесный спорт-турист компании построен на общей базе Yamaha MT-09 и имеет тот же 888-кубовый трехцилиндровый двигатель, который здесь перенастроен на еще лучшую тягу на низах, а потому выдает чуть меньше мощности, 115 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. При сниженной массе в 270 кг от 0 до сотни Niken GT разгоняется около 4 секунд. Средний расход топлива 5,8 литра на 100 км. Максимальная скорость 220 км в час. Передняя подвеска состоит из двух двойных вилок Каяба перевернутого типа в оригинальной параллелограммной рычажной конструкции Акермана. У каждой из этих вилок задняя нога толщиной 43 мм занимается собственно амортизацией и демпфированием, а передняя нога на 41 мм лишь добавляет жесткости и удерживает колеса в нужном направлении. За это чудо инженерной мысли, которое обеспечивает невероятную безопасность в повороте, на официальном сайте сейчас просят 2 миллиона 200 тысяч йен. Это 13 800 долларов или 1 миллион 200 тысяч рублей. На 13 месте трицикл от компании Compagno Motors Compagno V13R. Его сердцем является V-Twin от Harley-Davidson Revolution V-Rod с развалом цилиндров 60 градусов и объемом 1250 кубических сантиметров, который выдает 125 лошадиных сил максимальной мощности и 114 ньютон-метров крутящего момента. Масса трехколесника 525 кг. Чтобы разогнаться до 100 км в час, трициклу понадобится 5,5 секунд, а максимальная скорость V13R составляет 200 км в час, чего более чем достаточно. Средний расход топлива трицикла примерно равен 9 литрам на 100 км пути. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой секвентальной коробкой передач, также имеется задний ход. Привод на заднее колесо осуществляется ремнем, цена на официальном сайте не указана. Далее идет немецкий производитель трайков Reveka. Самая известная модель компании называется RF1 GT. Она имеет аж 3 варианта двигателя от 110 лошадиных сил. Однако самым мощным является турбированная рядная четверка объемом 1,5 литра с 8-ступенчатым автоматом, который выдает 177 лошадиных сил.
Разгон от 0 до сотни занимает 5,5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. На официальном сайте за такую версию просят сейчас 37 тысяч евро. Tandem Invader. Американский трицикл имеет несколько различных версий, но все они оснащаются рядной 1340-кубовой четверкой от знаменитого гипербайка Suzuki GSX 1300R Hayabusa, который выдает 197 лошадиных сил. При снаряженной массе в 703 кг от 0 до сотни трицикл разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость около 200 км в час. Tandem Invader имеет шестиступенчатую секвентальную коробку передач Suzuki, которая дополнена простой в управлении фирменной механической передачей заднего хода. Цена начинается от $55 тысяч. На 10-м месте расположились трициклы от компании Wanderhall, которые в зависимости от комплектации имеют разные названия – Лагуна, Венеция и Кармель. Но все они комплектуются одним мотором. Это 4-цилиндровый 1.4 турбо производства General Motors, который форсирован до 200 лошадиных сил и обеспечивает легким 700-килограммовым машинам неплохую динамику. Разгон до сотни занимает 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 220 км в час. Коробка передач шестиступенчатая автоматическая с возможностью ручного переключения ступеней лепестками на руле. Далее по мощности идет Polaris Slingshot, который в последней версии сменил атмосферный двигатель General Motors объемом 2,4 литра и мощностью 173 лошадиные силы на новенький 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель Polaris Pro Star, который производит 203 лошадиные силы при 8250 оборотов в минуту и 195 ньютон-метров крутящего момента при 6500. Он оснащается либо обычной пятиступенчатой механической коробкой передач, либо пятиступенчатым автоматом AutoDrive. При снаряженной массе в 749 кг от 0 до сотни Slingshot разгоняется около 4 секунд. У него нет крыши и дверей, а весь интерьер водонепроницаем, так что он не боится дождя. Вода сливается через дренажные отверстия в полу. На 8-м месте Compagna T-Rex. Он официально регистрируется как мотоцикл, и силовые агрегаты у него мотоциклетные. Их на выбор два. Модель T-Rex 16S комплектуется 1649-кубовым 6-цилиндровым двигателем BMW, который установлен на туристический мотоцикл BMW K1600 GT. Мотор производит 160 лошадиных сил и 175 ньютон-метров крутящего момента. Но нас интересует самая мощная версия, и это T-Rex RR, который комплектуется рядной 1441-кубовой четверкой от Kawasaki ZX-14R. Здесь перенастроенный двигатель выдает 208 лошадиных сил максимальной мощности и 116 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни T-Rex RR разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет около 250 км в час. Далее идет единственный в этом топе электрический трицикл от американской компании Epic EV, модель Torque Roadster.
Мощность его электрического мотора составляет чуть больше 300 лошадиных сил, а вот крутящий момент колоссальные 830 ньютон-метров. Благодаря углеродному волокну снаряженная масса трицикла 998 кг, а разгон от 0 до сотни занимает всего 4 секунды. Емкость тяговой батареи базового родстера равна 24 кВт-часа, но за доплату ее можно увеличить до 34 кВт-часа. В последнем случае паспортный пробег на одной зарядке составит 160 км. Заряжается трицикл за 1 час при быстрой зарядке и в течение 6 часов при обычной. Цена от 65 тысяч долларов. Теперь переходим к самым мощным серийным трехколесникам, которые выпускает, естественно, американская компания Boscos. У нее их аж 6 модификаций, по которым мы быстренько пробежимся. Начнем с модели 57 Chevy Trike, которая имеет интересную автомобильную заднюю часть. Здесь установлен V8 объемом 6,2 литра, который выдает 445 лошадиных сил и 603 ньютон-метра крутящего момента. Коробка передач на всех треках четырехступенчатая автоматическая с блокировкой. Стоит такая версия от 65 тысяч долларов. Следующая моделька — пафосный Boscos SS Track Trike. Этот трехколесник также имеет в своем арсенале только один начальный двигатель 6,2 литра. За него сегодня на официальном сайте просят те же 65 тысяч долларов. Boscos Willys Strike. Этот трехколесник оснащается только одним двигателем. Это начальная V-образная восьмерка объемом 6200 кубиков, который выдает 445 лошадиных сил и 603 ньютон-метра крутящего момента. За этот трайк просят сегодня также минимум 65 тысяч долларов. Boscos Coupe Trike. Здесь опять-таки доступен только один начальный двигатель V8 6,2 литра мощностью 445 лошадиных сил и 603 ньютон-метра крутящего момента. Отличие от предыдущих трайков только в дизайне. Базовая цена те же 65 тысяч долларов. Самый простенький на вид и поэтому самый дешевый трайк — это моделька Dragon Trike. За нее сейчас просят 55 124 доллара. Здесь уже на выбор предложено два двигателя. Это 383 строкер объемом 6300 кубических сантиметров, мощностью 430 лошадиных сил и 610 ньютон-метров крутящего момента. И 454 Small Block объемом 7439 кубических сантиметров, который выдает 563 лошадиные силы и 738 ньютон-метров крутящего момента. Заканчивает выпуск модель Gangsta Trike с массивным передним обтекателем и задней частью. Этот трайк предлагает на выбор полную линейку двигателей компании. Это GMLS-3 объемом 6200 кубиков, который выдает 445 лошадиных сил и 603 ньютон-метра крутящего момента. Второй вариант — это 383 строкер объемом 6300 кубиков, мощностью 430 лошадиных сил и 610 ньютон-метров крутящего момента, а также 7,5-литровый 454 Small Block, который выдает 563 лошадиные силы и 738 ньютон-метров крутящего момента.